Африка раскололась на две части, и большинство людей даже не догадывается об этом. В 2025-м камеры и датчики зафиксировали невозможное. В Эфиопии почва расходилась прямо на глазах. Поверхность трескалась, образуя провалы, в которые могли уйти дороги и дома. Вы представляете? Это не кадры из фантастического фильма. Это происходит сегодня, под ногами миллионов людей, в одном из самых суровых уголков планеты. Что именно разрывает материк изнутри? Глубоко под толщей пород накапливается напряжение. Давление растет медленно, почти незаметно, а затем прорывается серией подземных толчков. Если вы когда-нибудь хотели увидеть, как начинается распад континента, вы смотрите на этот процесс в реальном времени. Мы привыкли думать, что Земля под ногами надежна, что континенты — это нечто постоянное. Мы строим города, прокладываем трассы, словно основание планеты неподвижно и вечно. Но стоит взглянуть на Восточную Африку, и это ощущение исчезает. Здесь равнины прорезаны огромными трещинами, которые уходят за горизонт. Ученые называют это Восточно-Африканским рифтом. По сути, это начало рождения нового океана. Там, где сегодня суша, со временем может появиться вода. Там, где стоят деревни и проходят дороги, земная кора постепенно растягивается и истончается. Чтобы понять масштаб происходящего, нужно вернуться к одному вечеру. Март 2018 года. Деревня Маймаху в Кении. Для Элиуда Ньюроги и его жены все начиналось обычно. За окном уже несколько дней лил дождь. В доме горела лампа, семья ужинала, а потом раздался звук. Резкий сухой треск, будто лопнула керамическая плитка. Через секунду он превратился в глухой грохот. И доносился он не с крыши и не со двора. Он шел снизу. Позже Элиуд скажет журналистам, это было не похоже на землетрясение. Ничего не раскачивалось, не звенела посуда, не дрожали стены. Просто в какой-то момент земля под домом ушла вниз. Бетонный пол раскололся. Стена накренилась и обрушилась в темноту. Часть их дома буквально исчезла в образовавшейся трещине. Элиуд успел схватить жену за руку за считанные секунды до того, как комната провалилась в разлом. Утром стало ясно. Это не локальная авария и не последствия дождей. Аэросъемка показала то, во что трудно поверить. Огромный разлом прошел через зеленые поля, пересек асфальтированные трассы и буквально прорезал жилые кварталы. Линия тянулась почти идеально ровно, будто по поверхности провели лезвием на несколько километров. Ширина достигала около 20 метров, глубина до 15, примерно как высота пятиэтажного здания. Но больше всего поражали не масштабы, а внезапность. Не было серии ощутимых толчков, которые обычно регистрируют приборы. Не было нарастающего гула, почва просто разошлась. Официальное объяснение звучало спокойно. Проливные дожди размыли слой рыхлого вулканического пепла, грунт потерял устойчивость и просел. Версия выглядела убедительно. Однако специалисты, обследовавшие участок, заметили другое. Трещина тянулась точно по линии древнего тектонического разлома. Она не огибала возвышенности, как это сделала бы вода, а пересекала их напрямую. Речь шла не о размыве, а о смещении земной коры. Если посмотреть на карту, видно, что Африка проходит процесс раскола континента. Африканская литосферная плита постепенно разделяется на две самостоятельные части – Нубийскую на западе и Сомалийскую на востоке. Они расходятся со скоростью примерно 6-7 мм в год. На человеческом масштабе это почти незаметно. Но в геологических условиях даже миллиметр движения означает колоссальное напряжение. Энергия может накапливаться столетиями, чтобы высвободиться резко, за считанные часы. Если в Кении разлом только начинает проявляться, то примерно в 1000 километров севернее он уже сформировал совершенно иной ландшафт. Там зеленая саванна сменяется суровой вулканической пустыней. Темные базальтовые поля, желтые отложения серы и воздух, дрожащий от экстремальной жары. Перед нами один из самых экстремально жарких уголков планеты, где все еще живут люди. Местные народы говорят, что здесь землю обрабатывает дьявол. И в 2005-м эта метафора обрела пугающую конкретику. В начале сентября кочевники стали замечать тревожные детали. Верблюды отказывались опускаться на песок, будто он стал слишком горячим даже для них. Козы внезапно срывались с места и разбегались, реагируя на то, чего человек еще не ощущал. Поверхность выглядела прежней, но под ней уже что-то менялось.
Затем регион накрыла серия толчков. За 10 суток приборы зафиксировали 163 землетрясения магнитудой выше 3. Это была не разовая встряска, а непрерывный рой. Почва вибрировала почти без пауз, словно глубоко внизу работал гигантский механизм. 14 сентября произошло главное. В пустыне раскрылся разлом длиной около 60 километров и шириной до 8 метров. Это как если бы почва раскрылась на расстояние целого города, а в щель можно было поставить автобус. По геологическим меркам это произошло практически мгновенно. Из разлома поднимался перегретый пар и газы. Воздух становился едким и тяжелым. Обычно такие разломы растут веками. Кора тянется медленно. Миллиметр за миллиметром, почти незаметно для человека. Но в Афаре процесс будто ускорили. То, на что природе нужны сотни лет, произошло за несколько дней. Земля не треснула, она разошлась, как пересохшая глина под палящим солнцем, только в масштабе континента. Прибывшие международные группы геологов зафиксировали выход свежей магмы. Из трещин поднимался темный дым. Так остывает расплавленная порода, температура которой достигает сотен градусов. По сути, на суше происходило то, что обычно скрыто под толщей океана. Рождался участок будущего морского дна. Только воды пока нет, лишь раскаленная глубина и опускающаяся поверхность. Спутники показывают. В некоторых местах она уже примерно на 100 метров ниже уровня моря. Это как высота 30-этажного дома, только вниз. От Красного моря эту гигантскую чашу отделяет узкая каменная полоса – Эритрейское Нагорье. Естественная стена, уже покрытая сетью микротрещин. И вопрос теперь не в том, выдержит ли она, а когда даст слабину. Достаточно одного серьезного толчка, и вода ринется внутрь, заполняя впадину так быстро, что новая береговая линия может появиться буквально за считанные часы. Но почему это происходит именно сейчас? И почему события развиваются так стремительно? Долгое время ученые думали, что Африка просто расходится по одной линии, как если бы вы медленно рвали лист бумаги, ровно, от края к краю. Но в 2020-м в журнале Nature Communications вышло исследование, которое все усложнило. Оказалось, внутри разлома есть лишняя деталь. Это не маленький кусочек. По размеру она примерно как Германия. На ней находится озеро Виктория, почти вся Уганда и часть Кении. То есть это огромный блок камня, который живет своей жизнью. И самое странное, он медленно вращается. Представьте тяжелую каменную шестеренку, зажатую между двумя другими гигантскими плитами – нубийской и сомалийской. Они расходятся в стороны, а этот блок начинает крутиться против часовой стрелки. Очень медленно, почти незаметно. Но миллиметры в год – это километры за миллионы лет. Именно из-за этого вращения Земля трескается не по одной аккуратной линии, а хаотично, там, где напряжение становится слишком сильным. Как стекло, в которое давят с разных сторон. Сначала появляются микротрещины, потом разломы, а затем пустыня вдруг раскрывается на десятки километров. Но что вообще может сдвинуть кусок континента? Какая сила способна повернуть миллионы тонн твердого камня? Официальная версия звучит спокойно. Под земной корой есть более мягкий слой, и плиты медленно плывут по нему, как льдины по воде. Они не скачут и не сталкиваются мгновенно. Они двигаются со скоростью роста ногтей, сантиметры в год. Медленно, но постоянно. Однако существует и более масштабная гипотеза. Согласно ей, источник давления находится глубоко под континентом. Представьте гигантский столб перегретого вещества, поднимающийся из недр Земли и распирающий континент изнутри, словно скорлупу. Геофизики называют это явление африканским суперплюмом. Чтобы понять его природу, придется опуститься мысленно туда, где заканчивается привычный мир. В зоны, где вода превращается в агрессивный раствор, а воздух обжигает легкие. Именно там, в экстремальных условиях, поверхность выдает признаки того, что происходит в глубине планеты. На стыке Эфиопии и Эритреи лежит территория, которую специалисты НАСА называют одним из самых инопланетных пейзажей на Земле. Это Даллол. Стоит взглянуть на фотографии, и сознание начинает сопротивляться. Палитра кажется невозможной. Неоново-желтые поля, ядовито-зеленые лужи,
Ржаво-красные потеки, словно поверхность покрыта химическими ожогами. Это не фильтры и не оптический обман. Это результат реакций, которые идут прямо у вас под ногами. Даллол – самый низко расположенный наземный вулкан планеты. Его кратер находится примерно на 48 метров ниже уровня моря. Здесь подземные воды, нагретые магматическим теплом, вырываются наружу и приносят с собой насыщенные растворы серы и солей. Находиться здесь тяжело физически. Температура воздуха редко опускается ниже 45 градусов. Испарения из кислотных бассейнов раздражают глаза и дыхательные пути почти сразу. Но самое тревожное – это отсутствие звука. Ни птиц, ни насекомых, ни привычного микроскопического мира, который выживает даже в самых суровых условиях. В 2019-м группа микробиологов провела здесь детальное исследование. Результаты оказались неожиданными. В активных гидротермальных зонах Даллола не обнаружено устойчивых форм жизни. Тут есть вода, но она стерильна. Это редчайший пример места на поверхности планеты, где вода не означает жизнь. И именно так может выглядеть молодое дно будущего моря, если рифт окончательно разделит континент. Однако система разлома хранит и другой, не менее странный объект. Южнее, в Танзании, находится озеро Натрон. Его вода щелочная настолько, что по химическим свойствам напоминает концентрированный раствор соды и аммиака. Температура в мелководных участках способна достигать 60 градусов. Животные, случайно попавшие сюда, не разлагаются привычным образом. Минерализованная вода быстро разрушает ткани и одновременно консервирует останки. Со временем они покрываются соляной коркой и выглядят как застывшие скульптуры. Но кислотные озера хотя бы честные, их видно. Вы замечаете неестественный цвет воды, чувствуете запах серы и инстинктивно отходите подальше. Организм понимает, сюда нельзя. Проблема в том, что у рифтовой системы есть и другое оружие. Его не видно, его не слышно. И вы никак не поймете, что опасность уже рядом. Чтобы объяснить, о чем речь, нужно вспомнить ночь 21 августа 1986 года в Камеруне. Там произошло событие, которое до сих пор считают одной из самых странных природных катастроф. Речь об озере Ниос. Утром жители ближайшей деревни просто не проснулись. Всего за несколько минут погибли 1746 человек и 3500 голов домашнего скота. Вы можете себе это представить? Первый человек, который вошел в деревню, увидел людей, лежащих в домах и на улицах. Без следов борьбы. Рядом лежали коровы, куры, собаки. Даже насекомые погибли. Причина оказалась в озере Ниос. Это озеро находится в кратере древнего вулкана. Со дна годами просачивался углекислый газ. Он не выходил пузырями, а растворялся в воде под высоким давлением. В ту ночь баланс нарушился. Возможно, произошел небольшой подземный толчок. Глубинные слои воды резко поднялись вверх, и огромный объем газа вырвался наружу. Углекислый газ тяжелее воздуха, он не поднимается вверх, а стелется по земле. Невидимое облако спустилось в долину и просто вытеснило кислород. Люди сделали вдох и потеряли сознание. Это важно понимать. Разломы в земной коре – это не просто трещины. Это своего рода клапаны, через которые планета выпускает давление. И никто не знает, где произойдет следующий выброс. В Восточной Африке есть десятки глубоких озер с похожим строением. Например, озеро Киву и озеро Малави. В их глубинных слоях тоже растворены газы – углекислый и метан. Газ – самый коварный фактор. Его нельзя увидеть, его нельзя почувствовать заранее. И именно поэтому он пугает больше всего. Кажется, что разлом – это просто геология. Камни, магма, трещины. Но чем глубже мы смотрим, тем меньше это похоже на обычный природный процесс. Потому что возникает вопрос, а вдруг жизнь здесь не исчезает, а прячется? Мы привыкли думать, что жизнь любит комфорт. Свет, воду, умеренную температуру. Но наука уже давно доказала. Существуют организмы, которые выживают в кипятке, в кислоте и даже в радиации. И вот теперь представьте, если на поверхности Даллола жизни нет, это не значит, что ее нет вообще. Возможно, она ушла глубже. Есть гипотеза глубинной биосферы. Согласно ей, под земной корой, на глубине нескольких километров, существует скрытый мир. В трещинах скал
в абсолютной темноте. Под чудовищным давлением живут микроорганизмы, которые могли быть изолированы от поверхности миллионы лет. Им не нужно солнце. Они питаются водородом, серой, метаном. И вот что тревожит. Восточноафриканский разлом буквально вскрывает эти глубины. Он как хирургический разрез, который открывает доступ к тому, что было запечатано эпохами. А если вместе с газами и магмой наружу могут подниматься и эти древние формы жизни? Мы не знаем, какие они. Мы не знаем, как они взаимодействуют с нашей биологией. Разлом — это не просто трещина в коре, это портал. Но если опуститься еще глубже, намного глубже, становится по-настоящему жутко. На глубине 3000 километров под Африкой, там, где мантия соприкасается с ядром, скрывается гигантская аномалия. Ученые называют ее областью замедленных сейсмических волн. В неофициальных разговорах просто капля. Это структура размером с целый континент. Когда через нее проходят волны от землетрясений, они начинают двигаться медленнее. А это значит одно – вещество там отличается от окружающего. Оно горячее, плотнее и ведет себя иначе, чем обычная мантия. Если представить это проще, глубоко в недрах словно находится огромный сгусток перегретой материи. Не огненный шар из фильма, а медленно движущаяся масса, температура которой достигает 1000 градусов. Она не всплывает мгновенно. Она поднимается так медленно, что на это уходят миллионы лет. И все это время давление снизу постепенно воздействует на кору. Не рывком, не взрывом, а постоянным упорным толчком из глубины. Это и есть африканский суперплюм, глубинный поток, который действует как гигантская горелка под литосферой. Он ослабляет ее, он подталкивает плиты, он, возможно, заставляет вращаться микроплиту Виктория. И пока мы видим трещины в земле, настоящий источник движения остается скрытым в темноте на глубине, где температура сравнима с поверхностью Солнца. А теперь главный вопрос. Если под Африкой действительно поднимается этот гигантский поток, что произойдет, когда давление станет критическим? И если верить этой гипотезе, именно этот глубинный поток подпитывает вулкан Даллол и процессы, подобные тем, что когда-то привели к катастрофе на озере Ниос. Мы буквально живем на крышке гигантского котла. И по скорости, с которой расширяется разлом, можно предположить, давление внутри растет. Но самое тревожное, возможно, планета уже сталкивалась с подобной фазой в прошлом, и следы той древней разрядки сохранились. На западе Африки в 1972 ученые нашли странную вещь в очень древних урановых рудах. Им около 2 миллиардов лет. В них оказалось слишком мало одного из видов урана, будто его кто-то сжег. Проверки показали неожиданное. Когда-то здесь сама природа запустила ядерную реакцию. Вода под землей сыграла роль замедлителя, как в современных реакторах. Урана было достаточно, и реакция шла не день и не год. Сотни тысяч лет. Без людей, без технологий. Просто совпали условия. Это место известно как природный реактор Окло. И это установленный научный факт. Официальное объяснение простое. Особые условия, высокая концентрация урана и вода сделали свое дело. Но если посмотреть шире, возникает другой вопрос. Почему именно здесь? Почему именно в зоне древних тектонических процессов? Ведь активность недр меняется циклами. Земля то накапливает тепло, то выпускает его наружу, через вулканы, трещины, разломы. Возможно, в ту эпоху глубинное тепло уже поднималось, а реактор стал лишь побочным эффектом мощных процессов внизу. Сегодня таких естественных реакторов мы не видим. Но тепло внутри планеты никуда не делось. Если энергия накапливается, ей все равно нужен выход. И чаще всего этот выход – трещины в коре. Не случайно в Эфиопии, в Лалибеле, стоят 11 древних храмов, вырезанных прямо в скале. Люди будто чувствовали, камень здесь не просто камень. Он живой, напряженный, скрывающий под собой нечто большее. Тысячи тонн вулканического туфа были удалены, чтобы создать сооружения, уходящие вглубь на десятки метров. Официально это религиозные комплексы, но сам способ строительства необычен для региона с тектонической активностью. Вместо того, чтобы подниматься вверх, мастера ушли вниз, в массив материнской породы. С инженерной точки зрения это дает устойчивость при сейсмических колебаниях.
И если вспомнить, что Восточная Африка – зона разлома, такой выбор уже не кажется случайным. Камень здесь не просто материал, а щит. Ведь вся линия напряжения на карте постепенно тянется к северо-востоку, к морю. Эта точка – Аденский залив, узкий проход между Йеменом и Сомали. Через него проходят нефтяные маршруты и торговые пути. И именно здесь сосредоточено постоянное военное присутствие. Корабли США, Китая, России и стран Евросоюза патрулируют этот участок практически без перерывов. Формально – для защиты судоходства. Но сам район – это не просто транспортный коридор. Но поверхность – лишь верхушка. Глубже под регионом поднимаются горячие массы мантии. Представьте медленно движущийся поток раскаленного вещества, который давит снизу на ослабленную кору. Если подземные воды соприкасаются с такими температурами, возможны мощные выбросы пара и газа. Это не мгновенный взрыв континента, а постепенное усиление трещин. Камень не ломается сразу, он сначала трескается. Поэтому вопрос уже не в том, произойдет ли раскол, а когда именно. Геология измеряет время миллионами лет. Через 5, возможно, 10 миллионов лет карта региона может выглядеть иначе. В таком сценарии Сомалийская плита, огромный массив, включающий Сомали, значительную часть Эфиопии, Кении и Танзании, постепенно отделится и начнет собственный дрейф в сторону Индийского океана. Со временем это станет гигантским островом, сопоставимым по размерам с Гренландией, а Восточная Африка превратится в побережье Нового океана. Когда здесь появится новое море, это будет не просто еще одна синяя полоска на карте. Изменится логика всей системы. Течения начнут идти по-другому, ветры перестроятся, влажность распределится иначе. Где сегодня сухая саванна, со временем могут вырасти влажные леса. А плодородные равнины рискуют превратиться в соленые выжженные пространства. А дальше неизбежно меняется и жизнь людей. Береговая линия – это не только песок. Это порты, столицы, дороги, границы. Если контур суши меняется, политика вынуждена меняться следом. Миллионы людей в далеком будущем могут оказаться не там, где жили их предки. Карта, к которой мы привыкли, будет выглядеть иначе. Когда стоишь у разлома в районе Май-Махиу в Кении, ощущение странное. Для человека это трещина, страх, разрушенный дом. А для планеты – обычный этап. Земля живет не десятилетиями, а миллионами лет. Мы воспринимаем это как катастрофу, а для глубины – это просто движение вперед. Восточноафриканский разлом – не приговор и не сенсация, а напоминание о динамике мира. Под асфальтом и фундаментами домов продолжается движение мантии, накапливается напряжение, миллиметр за миллиметром смещаются плиты. Новый океан не появится завтра, но он уже запланирован физикой планеты. Земля медленно, почти незаметно для нас, готовит следующую версию карты. И вопрос лишь в том, сумеет ли человечество адаптироваться к этой грандиозной перестройке, когда она станет реальностью. А вы что думаете? Пишите в комментариях.